Приветствую. В прошлый раз мы посмотрели наборчик такой маленький с вилкой. Сегодня попытаюсь быстренько разобрать вот такой наборчик с ножом. Так, открываем. И начинаем смотреть по внешним параметрам. Я в прошлый раз даже не замерил длину этого наборчика. Они все плюс-минус одинаковые, поэтому сейчас исправим эту маленькую оплошность. Значит, он немного больше 10 сантиметров, 10,2 миллиметра в длину. Так, в ширину получается практически 53 миллиметра, чуть больше 5 сантиметров, 5,2-5,3 миллиметра сантиметра. И этот наборчик, такое ощущение, что в толщину немножко тоньше, чем прошлый. Хотя нет, все точно так же. 0,4 миллиметра. Наверное, тем я уже просто так хорошо попользовался, что кажется... Так. На пустоту, что ли, попал. 0,3-0,4 миллиметра. Все точно так же. Так, ну... Начнем потихонечку разбирать. Прошлый наборчик я положил себе в такую вот коробочку. Вот теперь детальки можно полностью собирать. Значит, для тестирования я буду использовать так же, как использовал в прошлый раз. То есть у меня толстая нитка. Задавали вопросы в комментариях, что нереальное тестирование. Ну, не знаю. Давайте посмотрим таким образом. Если вы оказались вот с таким вот мелким наборчиком в кармане, где-то в глуши, что у вас может быть доступно? Наверняка у вас будет доступна какая-то тонкая нитка, вот как я тестировал с примеров, которая будет доступна, например, с вашей одежды, или же вы сможете где-то найти, мусорников достаточно много нынче на природе, вы где-то сможете найти какую-то толстую нитку, разобрать ее на более тонкие и получить вот что-то вроде такого достаточно крепкого формата. То есть или какая-то тоненькая, очень с одежды, или что-то вроде такого можно будет это найти. Особенно если вы обитаете на берегу реки, озера, моря, то, соответственно, может выплыть с этого водоема все что угодно, выбросить на берег. Окей. Двигаемся дальше. Значит, здесь чем прикольно, как по мне, что здесь есть пилочка. Здесь иголки немножко другого формата. Вот тут можно увидеть, что иголок длинное ушко. Вот типа гарпунчика маленького есть. Это даже гарпуны, это даже не иголки такие, да, это два маленьких гарпуна. И у них ушко как раз длинное, как хорошо, чтобы было у иголок. Иголки вообще какие-то очень-очень маленькие, но есть двойные крючки, пару штук, маленькие одинарные, средние одинарные 2 штуки, пуговка одна, есть такой вот наконечник копья, то есть соединить 2 набора, теперь их будет даже 2. Ну, давайте начнем доставать. Попробуем сначала наконечник копья отсюда достать. Так, такой себе. Не сказал бы, что очень крутой по сравнению с тем, который был в предыдущем наборе. Ну, массивнее. Да, массивнее немного. Тоже достаточно острый. И, в принципе, можно, то есть уже, можно сказать, с 2 наборами уже есть 2 стрелы. Это плюс. Идем дальше. Так, как бы вот до ножа сразу добраться, было бы интересно. Так, а как мне выпилить нож? Или попробуем с пилочкой сначала. О, с пилочкой получается легче. Так, пилочка, интересный момент, она двойная. С одной стороны, достаточно вот такие крупные зубья, и с другой стороны очень меленькие зубья, то есть для точного пропила и какого-то грубого пропила типа. Давайте попробуем. Значит, есть у меня такая деревяшка многострадальная. Давайте попробуем чуть-чуть попилить.
Как будем пилить? От себя зубьем? Нет, наверное, лучше на себя попробуем. Пока что даже не думаю что-то сюда цеплять. По идее, можно как-то попытаться прицепить какую-то палочку, разрезать ее немного, привязать вот таким вот макаром и получить вот такую длинную пилочку. В принципе, получается неплохо. Пилочка, то есть, скажем так, вот эта часть будет закрепляться. И получаем с этой стороны где-то, наверное, сантиметров 8, да? Да, где-то 8 сантиметров рабочий. То есть какие-то тонкие, мелкие работы, по идее, можно делать. Так. Ну, в руках, конечно, не так удобно. Это однозначно. Так, если от себя, тоже так себе. Да, в руках ничего нормального не попилить. Это от сосна, достаточно мягкое дерево. Серьезно попилить не получается. Хорошо, если мелкая пилочка. А с мелкой неудобно, потому что если так, я могу еще давить на мелкую сверху и внизу зубья. Таким вот образом уже немножко островато для пальцев. Так, а мелкая пилит. Да, мелкий зуб достаточно небольшой, спокойно можно даже в руках, держа, вот таким вот образом пилить. Это, конечно, будет долго, но оно действительно пилит. Вот видим уже где-то на полсантиметра с одной стороны и на сантиметр с другой стороны ушел в деревяшку. Застрянет оно после или нет, конечно, непонятно, но то есть какой-то функционал есть. Можно, по крайней мере, например, использовать эту толстую пилочку для какого-то шкребания чего-то. Тоже вариант. Так, идем дальше. Как же нам добраться до ножа? Или попробуем сначала что-то другое. Так, как бы его... Он тут крепится в стольких местах, этот нож. Хотелось бы его подержать в руках. Так. Можно его как-то так выкрутить. О, есть. Пошел, пошел. Ну, давай, давай. Еще чуть-чуть. Ура, получилось. Так, интересно, он хоть заточен, хоть как-то? Мне кажется, что вообще не заточен. Угу. То есть, если попытаться вот так вот срезать кусок деревяшки, ну, из-за того, что тут тонкий сам по себе металл, оно что-то иногда получается. Но совершенно не заточен. То есть, нужно будет искать какой-то камень, булыжник, еще что-то и попытаться заточить. Ну, прикольно, можно сказать, в таком виде, в формате, что вот мы имеем сразу парочку иголочек, в нем внутри, скажем, в ручке, и 2 крючка. Если даже вот в выживальном формате возьмем какую-то нитку, желательно потолще, какой-то паракорд и так далее, и как-то, скажем, что я уже порезался, что ли, от него, все возможно. Попытаемся вот таким вот образом поиграться с рукояткой. Намотать. Ну, вы поняли. То есть смысл в том, что мы намотаем толстую веревочку и получим что-то подобие ручки, за которой можно более-менее как-то держать. Тогда может получиться для каких-то, ну, мелких работ, если заточить ножик, и для каких-то мелких работ будет неплохо. Кстати, для такого формата нитки здесь, наверное, дырочки будут вполне нормальные. Да, вот видим, у нас есть 1, 2, 3, 4, 5 отверстий. То есть можно вставить сюда какую-то веревку и, соответственно, дальше вставить, и оно будет держаться. И в конце тоже зафиксировать веревкой в этих дырочках.
То есть вариант для такого маленького, малюсенького ножа, только если его заточить, потому что так он, конечно, резать не будет. Ну, интересно. Так, иголки тут такие же, как в прошлом наборе. Не вижу смысла их даже тестировать. У них круглые, очень тонкие круглые дырочки. Соответственно, каким-то инструментом достать туда будет тяжело. Вот это типа иголочка с набалдажником точно такая же. Так, крючки маленькие, тоже похожи, как в прошлом наборе. Маленькие и с маленькими круглыми дырочками. Поэтому этот тестировать не будем. Здесь у нас то же самое. Идем дальше. Что мы имеем? Дальше остались еще двойные крючки. Прикольно. Одна пуговка только. И, кстати, у пуговки тоже хорошие крупные дырочки. Но она какая-то очень маленькая. Я не знаю, куда ее. Там какую-то маленькую футболочку. Ну, дырки, конечно, хорошие, да, пролазит, но она просто малюсенькая. Мне кажется, ни о чем, конечно. Так, что мы тут дальше имеем? Что мы еще не пробовали новенького? Так, такие типа две пики. Мелкие. Видите? Чуть не улетело. Да, брать их, конечно, тяжело. Так, вот такая вот мелкая пика. Ну, можно привязать ее к палке. Получить вот такую мелкую пику, то есть какую-то взять тоненькую палочку, там, ну, метровую, полуметровую максимум, вбить ее, расколоть, палку, вставить, завязать, и мы получим вот такую вот мелкую пику, чтобы можно было охотиться, например, на мелкую рыбку. Да, вполне может быть, если мы, конечно, попадем по этой мелкой рыбке, но пик таких две, так что даже если с одной что-то случится, есть вторая. И второй вариант, что можно их привязать две штуки, как делают такие двойные трезубья и так далее. То есть можем в палочку привязать две пики сразу, например, как-то вот так вот, разведя вот эти вот части, за которые цепляться в разные стороны, и получим немного увеличенный шанс попасть таки хотя бы одной пикой в какую-то мелкую рыбку и ее поймать. Ну, может быть, вполне. И, как говорю, здесь у нас дырочка не круглая, она мелкая, но она длинная, то есть вполне можно использовать набор. Ну, так просто сразу попаду, вот нитка, интересно или нет. Так, вот, например, мы порвали нитку и ну, в принципе можно попасть, если можно попасть. Ну, достаточно мелкая, но для тоненькой нитки пойдет. Так, что у нас с крючками? Крючки такие же самые, дырочки такие же самые. Тут дополнительно тестировать нету смысла. Что мы получаем в итоге? Набор, как бы, с одной стороны, выглядит интереснее, потому что есть там ножик, есть пилка, причем двойная, и мелкая, и крупная. Но по итогу получается практически тоже бесполезно. Крупная пилка, где очень сложно будет держать, это надо каким-то образом прикрепить ее в что-то. Возможно, тогда можно будет тянуть нормально. То есть прикрепить, мы видим дырочку, привязать к палке, и, соответственно, таким образом, чтобы зубья на себя. И мы будем тянуть, и оно будет пропиливать, сверху придавливать. Мелкая пилочка неплохая, что-то там, какую-то маленькую деревяшку, там пластик порезать аккуратненько, вполне можем. Вот здесь вообще вопросов нету. Иголки такие же, как в прошлом наборе, ни о чем. Вот эти элементы могут быть. Вместе с тем набором получаем, как сказал, дополнительно второе. Наконечник стрелы. Теперь у нас есть два. Вот, начнем это все сюда складывать. Вот. Так что, если вообще ничего нету, ну, для каких-то мелких вещей, я думаю, это может подойти. Для чего-то серьезного, крупного выживания
даже этот наборчик, наверное, не подойдет. Так что, по крайней мере, вот такое мое мнение. Если у вас есть какое-то свое мнение, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. И всем хорошего дня.